Здравствуйте! Рада всем, кто зашел на мой рукодельный канал. С вами Любовь. Чтобы удобно было работать, под рукой всегда должны быть разные мелочи. При организации рабочего места об этом стоит подумать. Игольница – это важный аксессуар для рукодельницы. Кроме иголок и булавок, я еще пользуюсь зажимами. Чтобы собрать все эти инструменты вместе, буду шить игольницу с небольшим секретом. Как сейчас говорят, 3 в одном. Самая хорошая игольница – это та, которую вы сшили своими руками, учитывая свои предпочтения. Шить буду из того, что нашлось под рукой. Это остатки хлопчатобумажных тканей. Небольшие кусочки мебельных тканей, рука не поднялась их выбросить, и вот они пригодились. Компьютерные диски. В свое время их было очень много в каждом доме. Стоили они недешево, выбросить было жалко. А использовать в рукоделии – хороший вариант. Уплотнитель взяла 2 видов – синтепон 100 грамм и поролон толщиной 0,5 см. Начну с шаблона. На бумаге обвожу диск и добавляю 3 см на припуск. Если есть циркуль, просто нарисуйте круг нужного диаметра. Соединяю все наметки плавной линией. Определяю место соединения 2 тканей и рисую линию. Вырезаю круг, разрезаю его по разметке. Беру ткань для декоративной части, прикладываю шаблон и обвожу по контуру. Со стороны среза добавляю припуск 0,7 см. Вырезаю. Вторую часть шаблона обвожу на ткани для рабочей зоны. Это должна быть достаточно прочная ткань, чтобы игольница служила долго. Также добавляю припуск со стороны среза 0,7 см. Вырезаю. Складываю детали лицом к лицу. Сначала совмещаю центры, потом скалываю к краям. Прокладываю строчку. Заготовку проутюжила спаром. Припуски отогнула на сторону декоративной ткани. С лицевой стороны по этим припускам прокладываю тамбурный шов. Использую нитки мятного цвета. Проутюживаю заготовку и дополняю веточку бисером. Это, конечно, кропотливая работа, но она того стоит. Приятно пользоваться красивыми вещами. Продолжаю декор в растительном стиле. Соцветия вышиваю узелками и между ними сразу вставляю бисер. Можно, конечно, выбрать любой другой декор по своему усмотрению. Вот что в итоге у меня получилось. Вырезаю из поролона круг по диаметру чуть больше диска, чтобы обогнуть край. Второй меньшего размера для объема и третий по размеру диска. Прихватываю все слои наметкой. Сверху кладу синтепон, чтобы слои не сдвигались и не было резкого перехода. По краю заготовки нитью в 2 сложения прокладываю наметку. Поворачиваю изнанкой кверху и кладу подготовленный сэндвич с синтепоном вниз. Сверху размещаю диск и стягиваю шов. Дополнительно фиксирую противоположные края. Ткань для нижней стороны проклеила флизелином в 2 слоя. Шаблон склеила по срезу и обвела на ткани. Вырезаю. По краю проложила наметку. По центру кладу круг из поролона. Размер чуть больше диска. Сверху диск. И стягиваю наметку. Закрепляю. Чтобы хорошо укрепить, решила проложить еще одну наметку. Взяла кусочек тесьмы, складываю пополам и пришиваю к нижней стороне. Это будет петелька или держалка, можно использовать любой другой вариант. Складываю 2 заготовки изнанкой к изнанке и сшиваю потайным швом. Соединила. Оставила небольшое отверстие. Взяла 3 цвета ниток для вязания. Соединила их. Узелок заправляю в оставленное отверстие. Скручиваю нити и пришиваю. Здесь можно использовать тесьму, чтобы закрыть шов соединения. Будет красивее. В принципе, игольница готова. В таком виде ее тоже можно использовать. Сверху будут располагаться булавки. Ими я чаще пользуюсь. С нижней стороны швейные иглы.
Стильная, удобная и оригинальная. На этом уже можно остановиться. Но я буду шить секретный ящичек для хранения зажимов. Нарезала полоски разного цвета. Ширина 3 см, длина не менее 9 см. Собирать буду на поролоне. Под низ подложила ткань, чтобы хорошо скользила под лапкой. Первую полоску кладу лицом кверху. Накрываю вторую лицом к лицу и прокладываю строчку. Отгибаю, придавливаю и продолжаю так собирать до конца поролона. Это заготовка для дна. Для подкладки подготовила сэндвич из хлопчатобумажной ткани и синтепона. Для дна в подкладке буду использовать рогожку. На ней я сделала вышивку. Подготовила все детали. Вырезала по размеру. Края соединила прямой строчкой. Подкладка должна быть меньше по размеру от лицевой стороны. Дно для лицевой стороны и подкладка. Она тоже по размеру чуть меньше. Это нужно для лучшей посадки, чтобы не было складок и заломов. Боковую деталь соединила в кольцо. Швы разложила в разные стороны и пришила к основной детали. Примеряю подкладку. Размер боковых деталей я определяла по длине окружности. В моем случае это 39 см. Делаю контрольные наметки на деталях дна. Размер заготовок для дна равен размеру верхней части игольницы. Соединяю контрольные точки и сшиваю. Строчку прокладывала со стороны дна. Припуск 0,5 см. Швы проутюжила. Складываю заготовки дно с дном. По всему срезу соединяю припуски. Иглой, вручную, через край, сильно не затягиваю. На основной детали пришиваю только припуск от дна. Этого достаточно. Этот момент можно пропустить, но я люблю фиксировать подкладку, поэтому сделаю. Выворачиваю на лицевую сторону. Выправляю швы. Расправляю подкладку внутри изделия. Вот так выглядит моя заготовка. Примеряю крышечку. На этом этапе вижу, что корзиночка получается высокая, и я укорочу ее на пару сантиметров, после чего обработаю верхний срез. Срез обработала косой бейкой из декоративной ткани. Один шов проложила на машине, а внутри пришивала вручную потайным швом. На задней стороне вшила из тесьмы 2 крепления. Примеряю крышку. Соединяю низ с верхом. Шкатулка хорошо держит форму. Самое слабое место – это дно. При желании можно вставить диск, и дно будет жестким. Моя игольница с секретным ящичком готова. Открываю, а там сердечко. Мелочь, а приятно. Заполняю корзиночку зажимами. На нижнюю часть крышечки вставляю иглы. Сверху буду хранить булавки. Очень удобно. Все, что нужно, всегда под рукой. В секретный ящичек можно класть любые швейные мелочи. У рукодельницы их достаточно. Используя только подручные материалы, сшила полезную вещицу. Теперь буду пользоваться игольницей, а то все руки не доходили. Сапожник без сапог – это про меня. Была уже одна попытка сшить игольницу в форме домика, но с размером я явно промахнулась, и получился интерьерный домик. На канале он у меня есть, кому интересно, можно посмотреть. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. Чтобы не пропускать новые, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь, до встречи в новых видео.